Здравствуйте! Сегодня я вам покажу, как можно сделать мелкие тычинки вот для таких вот кустовых розочек. Вот у меня получилось для красной. Я считаю, что даже очень похоже. Такие вот мелкие. Единственное, конечно, я еще не оформила саму серединку. Выглядит все это дело изначально вот так вот. Что нам понадобится? Любая круглая палочка, диаметр приблизительно 1 сантиметр. Я беру двухсторонний скотч и с одной стороны наклеиваю тоненькие полосочки, чтобы они длинные были. Я беру тонкие нитки, лучше брать, конечно, белые, для того, чтобы мы их в дальнейшем подкрасили в любой цвет, который нам необходим. И в данном случае мы просто наматываем на наш стержень. Не стремитесь делать это ровно, чтобы в дальнейшем наши тычинки были немножечко в разные стороны, и слишком много тоже не накручивайте. Все, допустим, в одну сторону, потом опускаемся в другую. То есть получается немножечко так крест-накрест. Обычно я делаю 4-5 оборотов вверх-вниз, получается. Вот вниз опустилась. Теперь опять поднимаюсь вверх. Почему слишком много не нужно делать, так как тычинки все-таки, их не настолько много, а они как бы по отдельности все-таки. Поэтому слишком много тоже не накручивайте, чтобы просветы все-таки оставались. В данном случае я буду делать для желтой розочки. Поэтому давайте рассмотрим. Я приближу. Смотрите, в центре у нас закрытые такие. Это можно будет сделать немножечко по-другому. В следующем видео я покажу как. А здесь тычинки, видите, к самому краю они более красные, к внутренней части, а сверху они такие желтоватые оттеночек и заканчиваются мелкими тычинками. Поэтому прежде чем работать, вот ищем, где у нас клейкая наша сторона. Ее еще раз я прохожусь двусторонним скотчем. Во-первых, двусторонний скотч нам даст больше яркости у основания цвета. И лучше закрепит все наши ниточки.
И обязательное действие — это пройтись немножечко клеем по этой же линии и чуть-чуть захватить боковинки. Здесь они, видите, очень мягкие тычинки, поэтому я не вижу смысла полностью проходиться клеем по всей поверхности. Ниток, чтобы они у нас все-таки остались мягкими и подвижными. Тычинки я окрашиваю акрилом. Сначала, как мы разобрали с вами, это такой красноватый оттеночек. Будьте очень аккуратны с добавлением цвета. Итак, начинаем окрашивание именно вот с этой вот части, где мы прошлись только что клеем и наш скотч чуть-чуть сделали. И теперь буквально слегка растушевали водичкой. Можно будет добавить цвета, если вдруг не сильно ярко вам кажется. Но не стремитесь делать сразу в полную силу. И, естественно, желтый. Желтый достаточно активный, поэтому мы буквально чуть-чуть прошлись. И все-таки водичкой растушевали, чтобы у нас получилось даже вот такой плавный переход. А вот теперь смотрим. Вот цвета не хватает, поэтому можно чуть-чуть добавить. Таким образом можно делать любого цвета наши тычинки. Естественно, стержень мы потом помоем. Теперь самое важное. Вот эти вот мелкие тычиночки. Вот у меня вот такие вот ярко-желтые. Здесь я работаю без клея. Я просто набираю достаточно много акрила и по серединке накладываю так густенько акрил. И тщательно посыпаю вот этими вот тычинками. И немного, естественно, прижимаю, чтобы акрилы, вот эти вот мелкие тычиночки, перемешались. Смотрим, что у нас вот тут небольшой провал. Добавляем акрила. И также посыпаем. И оставляем сушить. После этого мы разрезаем по
части, которые у нас со скотчем. И потом ножничками разрезаем по стороне тычинок. И вот такая вот прелесть у нас готова. Как я уже сказала, мы можем таким образом тычинки делать вот всевозможные цветом. Естественно, допустим, для белых розочек, то не видите, к низу вместе соединения чуть-чуть зеленоватые, потом чисто белые и тычинки коричневые. Вот я ее сняла, разрезала пополам. И сейчас немножечко разделю вот эти вот тычиночки. Вот такая вот мелочь получилась. Я считаю, что даже очень похоже. Приложить, да? Сейчас попробуем оформить серединку. Берем остаток какого-нибудь фарфора, больше серединки мы промазываем. Акрилом. Нарезаем. Сильно тонко я не делала. И начинаем как бы откручивать нашу петелечку. Подрезаем еще. То есть как бы собираем больше частью. Немножечко так хаотично. Такую вот капельку. Также краешек чуть-чуть смазываем акрилом и просто окунаем. И еще где-то подрезаем, чтобы не было одной массой, не смотрелись вот эти вот тычиночки. И за счет того, что у нас вот этот двухсторонний скотч, он достаточно липкий, поэтому мы берем и обматываем по краешку.
и опускаем вниз. Также слегка распушая. Я сделала, естественно, чуть более активную серединку. Желтые точенки, я имею в виду. Но я считаю, что очень похоже.